Привет! Сейчас я расскажу, как получить 3D визуализацию печатной платы, чтобы получить такую красивую картинку. Выберите пункт 3D View в меню View. Рендер занимает определенное время. Наша плата довольно старая, и часть корпусов на ней отсутствует. Как видите, не хватает резисторов и транзисторов. Закрываем рендер и открываем менеджер 3D моделей в меню Tools. Традиционно слева красным отмечены нераспознанные корпуса. В текстовом поле справа вводим название корпуса или компонента. Как видите, этот корпус нам не подходит. Попробуем выбрать более подходящий. Посмотрим на соседний в списке. И это удача, здесь выводы смещены так, как нам нужно, почти так. Автоматический подгон размеров работает не всегда удачно, и теперь нам нужно совместить выводы компонента с отверстиями на печатной плате. В принципе, можно было бы оставить компонент так, как есть, чтобы он повторял шелкографию, но давайте совместим выводы, этот компонент получится и немного сдвинутым относительно топ-сил уровня. Для этого нам придется подвигать компонент по осям X и Y. Эти поля текстовые, поэтому это будет не очень удобно, но в будущем разработчики обещают это исправить. Итак, с этим компонентом мы закончили и теперь можем переходить к следующему в списке. Это транзистор в корпусе TO92. Это очень распространенный корпус, поэтому так и будем его искать. Как и в случае с микрофоном, здесь требуется немного изменить положение и размеры корпуса. Крайне редко бывает так, что нужно всего лишь опустить корпус на определенный уровень над печатной платой. Вдобавок, не все корпуса правильно смоделированы или импортированы в библиотеку. А если модель требуется еще и повернуть, то вам гарантируются затруднения. Вроде у нас все получилось. Теперь нужно не забыть сохранить изменения. Нажимаем на кнопочку Update. Теперь, зная нужные размеры, мы можем повторить те же действия со вторым транзистором. Прежде чем мы перейдем к следующему шагу, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так как вкладка 3D View не обновляется динамически, нам придется ее закрыть, если вы ее не закрывали до этого. Опять переходите в меню View, 3D View, новый рендер. Как вы видите, на нашей плате появился микрофон и два транзистора. Это отличный способ увидеть, как сочетаются компоненты разных типов размеров. Будут ли они перекрываться друг другом, соответствует ли высота, ширина и другие характеристики. Для поиска корпусов резисторов я использую ключевое слово резистор. Здесь очень много корпусов, в том числе для поверхностного монтажа и аксиальных корпусов с разной длиной выводов в горизонтальном или вертикальном исполнении. Мы выбрали верную 3D модель, и теперь нам требуется совместить выводы компонента с отверстиями в печатной плате. Кажется, у нас все получилось, теперь остается повторить все то же самое на остальных резисторах. И теперь снова откроем 3D View, чтобы посмотреть, что у нас получилось.
И теперь все компоненты на месте, все входят в допустимые размеры, но, допустим, вы хотите поменять цвет светодиодов. Сделать это именно изменением цвета нельзя, для этого требуется поменять корпус. Готовый компонент меняется таким же образом. Мы выделяем нужный нам светодиод, и в поле Search появляется название используемой 3D модели. Стираем принадлежность цвета, жмем Enter или на пиктограммку лупы и получаем доступный список корпусов с разными цветами. Для следующего примера возьмем нашу плату таймера 555. На ней очень много повторяющихся элементов, и менять их все по одному очень неудобно. Например, резисторы. Снова заходим в менеджер моделей, определяемся с нужными нам размерами элемента, после чего выделяем все аналогичные элементы через Shift или Ctrl, в зависимости подряд они идут или нет, после чего применяем наши размеры к всем этим элементам разом. Жмем кнопку Update и получаем нужный нам результат. Все то же самое, но гораздо быстрее. Согласитесь, это как раз то, что нам нужно. Это все. Если у вас есть какие-то другие идеи для новых how-to, пишите в комментарии, подписывайтесь там, ставьте пальцы вверх и все такое.